Побольше зачищаем для начала. На какой мощности варим? Которым мы будем зажимать электрод. Он должен быть обязательно воткнут. Вот у нас мягкая скрутка получилась. Давайте ее раскрутим. Посмотрим, что с ним стало-то. Все, в общем, когда сделали скрутку, что дальше с ней нужно сделать? Еще один лайфхак. Всем привет, друзья! Вы на канале Своими Руками. Сегодня гвоздь программы у нас не гвоздь, а стержень. Не мэн, а настоящий стержень. Для чего он нужен, почему мы его расковыряли чуть дальше. Как сделать надежную скрутку. Сегодня разберем этот вопрос. Как сделать самому, своими руками, старый дедовский метод, без всяких там супер-пупер инструментов. В общем, видим, тут у нас из стены вырос провод. ВВГ, что это у нас, 2,5 на 3. Короче, нам нужно сделать, представим, что это скрутка, 3 вот этих проводка нужно нам зафигачить воедино. Зачищаем их, длина скрутки должна не менее там 30 диаметров, по-моему, быть. Ну, короче, это примерно где-то 6-7 сантиметров, от 5 до 7 при 2,5. Как делаем мы? Я не говорю, что нужно правильно так делать, вариантов дофига. Как делаем мы? Берем шуруповерт какой-нибудь интересный, самое главное желтый. Побольше зачищаем для начала. Все. Зажали. Даже можем представить, что у нас тут распредкоробка где-то там идет по потолку. Провода вышли все в пучке, мы соединили, все. Короче, зажали, руки свободны. Дальше берем плоскогубцы. Плоскогубцы обязательно красные. Зажимаем чуть выше изоляции. Вот у нас изоляция до сюда зачищена, чуть выше, то есть за изоляцию. Чуть выше. Зажали, погнали, крутим. Все, плотная скруточка. Тут самое главное тоже не перекрутить. Перекручивать тоже нельзя, потому что она вытягивается. Ну и сечение, короче, нельзя. Теперь или же этими же плоскогубцами, или же, если есть у вас интересно, оранжевые кусачки, он висит у нас. Как работают, допустим, я скрутку одну сделал, откусываю, все, выпало, рядом следующий, еще один провод зажимаю, джик, поехал, и так вот, тын-тын-тын, все, удобно, одной рукой, все. Теперь он больше не нужен, показываем на одной скрутке. Чтобы она была максимально надежная, мы ее будем варить. Это уже не секрет. Многие про это знают, но некоторые как бы сталкиваются с такой проблемой, как сварить, что сделать в домашних условиях. Для этого берем сварочный аппарат. Ну, сейчас, мне кажется, практически у всех есть. Но у меня Рисанта вот такая, 190. Повидала много. Что с ней нужно сделать? Секрет первый. Держатель, в который мы будем зажимать электрод, он должен быть обязательно воткнут в минус. Минус — это держатель, это электрод. Для того, чтобы у нас качественная капелька была и меньше горел электрод. Если делаем наоборот, вариться будет, но будут, возможно, много искр. Электрод будет сильнее нагреваться, быстрее плавиться, гореть, короче. Наш этот стержень угольный, графитовый угольный. Можно графитовым, можно угольным делать. Он будет быстро гореть. Следующий момент. На какой мощности варим? У меня сейчас на 60 стоит. Все зависит также от толщины проводов. Вот я у себя пробовал варить сколько, допустим, 3 провода на 2,5, примерно на 60 амперах хорошо схватывает, варится. Полторашки чуть меньше. Кто-то на 40 амперах варит, кто-то еще меньше. То есть как делаем? Убавляем на минимум, начинаем варить. Вы увидите, он будет или просто греться, ну, нифига толком не варится. Чуть-чуть добавляем. Секрет следующий. Варить провода лучше вертикально. То есть стык вот этот вот, который мы варим, он должен смотреть вниз. Более качественно, лучше, быстрее так получается. Некоторые варят там кверху делают, но капелька получается не то. Поэтому, если у вас с потолка висит как распред коробки, вам, как это сам Бог велел, варить их
не задумываясь. Если же где-то на стене, то лучше вывести и загнуть вниз. Так более качественно и быстрее получается делать. Берем наш графитовый стержень. Вот такого стерженька они продаются. Мне ребята на стримах рекомендовали, советовали, что они продаются. Их можно покупать где-то, в интернете заказать. Но опять же, когда вы не постоянно варите, им смысл его покупать где-то, искать, ждать. Я разобрал батарейку, как вы видели в начале. И вот этого стерженька мне хватит, в принципе, весь дом обварить. Ну, даже не хватит, еще одну куплю. Стоимость там батарейки 50 рублей. Все, зажимаем электрод. Все, вот так вот электродик зажали. Секрет еще один. Так как у нас получается скрутка длинная довольно-таки, порядка 7 сантиметров, нам щипцы, крокодильчик держать нужно не вверху, а стараться как можно к нижней части. Потому что варить нам нужно именно вот этот пятачок нижний привариться надо, чтобы оно запаялся. Весь стержень не надо варить, и чтобы он весь не прогревался, ну и там физически у него свойства не терялись. Соответственно, берем все максимально к нижней части, сколько это возможно, и фигачим. Момент касания или закрываем глаза, или одеваем маску, что не лучше. Все, закрывайте глаза и отворачивайтесь. В принципе, получается, наши кончики защищены. Мужики, берите на вооружение. Он уже спаян. Ну, чуть-чуть добавим, попробуем. Видели, он как бы так лайтово, чуть-чуть припаял. Сейчас чуть добавим мощи, газу добавим. И еще поэкспериментируем. Самое главное, смысл понятен. Все, видно, капелька образовалась, прогрев только нижней части был, верхняя осталась родная. Не надо весь греть вот этот жгут проводов. Также я приготовил, тут смотал, скруточку нашел, это мягкий провод. Когда одна жила в проводе идет, это считается жесткий провод. Когда многожильные, вот такие вот волоски, много-много их, это считается мягкий провод, ну потому что он эластичный. Попробуем его спаять. Также в руках прямо держим. Тут надо поубавить. Поубавить. Все, капелька видно, да, у нас? Появилась капелька. Вот так. Все, пока в сторону откидываем. Все, в общем, когда сделали скрутку, что дальше с ней нужно сделать? Еще один лайфхак. После сварки берем плоскогубцы. Берем так. Берем так. И чуть-чуть подтягиваем. Потому что у нас получается немного все равно ослабевает. При сварке она нагревается. И наша скрутка, она ослабевает. Ее подтягиваем. Буквально чуть-чуть. Дальше, как делаю я, если кому интересно, кому не интересно, можете выключать ролик, ставить обязательно лайк, написать комментарий, задать вопрос. Но если кому интересно, как продолжаю изгаляться с проводами я, смотрите дальше. Еще 30 секунд вашего времени. Берем вот так вот, загинаем, как многие говорят. Я не знаю почему. Я-то люблю говорить загибаем, а некоторые загинаем. Все, вот так вот сделали. Берем изоленту, обязательно красивую. Вот такую. Другую использовать нельзя. Я шучу, конечно. Изолента должна по цвету использоваться. Но в таком случае она нам без разницы. И как я изолирую. Вот все мы загнули. У нас получается, когда при загибе этот торец, он не острый. То есть не острым концом торчит. Он не пробьет ни изоленту, ничего никогда. Он мягонький. Плюс мы длину сократили, чтобы для укладки в распред коробки было удобнее. Изоленту беру вот так вот. Хоп. Чуть выше проводов. Перегибаю ее. Вот так вот, видели? Все, у нас получается торец заизолирован. Все по бокам. И погнал обмотаивать вот такими сексуальными телодвижениями. Оп. Все, фигачу. Чуть ниже спускаюсь.
Потом вот этот край повторно загибаю еще раз. И его приматываю. И можно еще на раз вверх подняться. Хоп, 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 хоп. Все, получается вот так вот. Довольно-таки надежно. Торец упакован вдвойне, тут все замотано, ничего никогда не сползет, ничего не слазит, все плотно, классно, красиво и надежно. И дальше сворачиваем и в распредкоробку убираем. Вот так вот делаю я концы. Только есть свои варианты, ребята, пишите в комментариях, кто как что заделает, упаковывает. Вот у нас мягкая скрутка получилась. Давайте ее раскрутим, посмотрим, что с ним стало-то. Оп. Размотаем, размотаем. Все, вот мы размотали. И получается у нас все ниточки -то торцевые, они в одну капельку, видите, спаяны. То есть здесь контакт довольно-таки будет надежный, даже если она будет размотана. Так как она у нас скручена, все равно у нас контакт идет. Но здесь максимально надежный. Я скрутил, не торцанул, провода у меня тут были, видите, все оборванные. Схватил, просто первопочта надо было откусить кусачками, было более бы грамотно. Паялось бы более грамотно. Ну вот тут в целом видно, порвались. Короче, это момент надежный. Тут о надежности что-то рассказывать, говорить смысла нет. То есть это используется уже, я не знаю, годами грядущими, нашими дедами, прадедами. Варится также алюминий, медь, алюминиевые провода варятся. Там только мощность только подбираете. И также можно вот этим стержнем варить какие-то там даже изделия, элементы. Потом как-нибудь будет у меня время, попробуем там всякие железки, ну всякую всячину, там медь что-то пытаются варить, нержавейку даже вроде варят. Поэкспериментируем как-нибудь. Все, ребята, если видос был полезный, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал, кто еще не подписан. Ну и всем пока, до новых встреч.